Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на своем канале «Сделай сам». На столе вы видите знакомые предметы: паяльник, олово и напильник. Перед тем, как приступить к пайке, необходимо залудить жало нового паяльника. Ваш рабочий паяльник тоже требует периодического обслуживания, потому что жало постепенно обгорает и образуются раковины, мешающие качественной пайке. В интернете вы можете найти различные способы лужения, но я покажу вам особенный. Применяя этот способ, вы навсегда избавитесь от многих проблем. До начала лужения необходимо напильником придать жалу форму, наиболее приемлемую для вас. Я использую разную заточку. Форма зависит от задачи. На этом паяльнике жало имеет форму диагонального среза. После придания формы необходимо выровнять рабочую поверхность жала напильника. Если у вас не получается выполнить эту процедуру в руках, зажмите жало в тиски. Так вам будет проще сделать поверхность приемлемо ровной. После выравнивания рабочей поверхности края получаются очень тонкие и острые. Эти края обгорают в первую очередь, поэтому от них лучше избавиться. Аккуратно, с минимальным нажимом, снимите микрофаски на краях рабочей поверхности при помощи надфиля или наждачной бумаги. Фаска не должна быть видна явно. Необходимо просто слегка притупить острые края. Лужение жала необходимо сделать сразу после подготовки рабочей поверхности. Не откладывайте на потом. Через несколько часов медь окислится и придется все делать заново. Теперь приступим к самому главному – правильному лужению. Включите паяльник в розетку. В процессе нагрева необходимо поймать подходящую температуру. Возьмите в одну руку паяльник, а в другую олово ФОС-61 в форме трубочки с канифолью внутри. Приложите олово к жалу с небольшим нажимом и потирайте его по всей рабочей поверхности. С повышением температуры сначала начнет плавиться канифоль, и вы увидите, как она покроет жало тонким слоем. Чуть позже температуры станет достаточно для начала плавления олова. Не переставайте плавно растирать его, пока не заполнятся все шероховатости на рабочей поверхности и не образуется бугорок из расплавленного олова. Теперь надо положить паяльник так, чтобы не потерять бугорок, и выключить паяльник из розетки. Оставьте паяльник в таком состоянии до полного остывания. Это очень важная процедура. Как только вам потребуется что-то спаять, включите паяльник в розетку. Испытаем наш залуженный паяльник в работе. Как видим, пайка проходит легко и просто. Олово легко прилипает к жалу, и мы получаем красивую пайку. По окончании очистите жало медной мочалкой, сделайте бугорок из олова и выключите из розетки. Если раньше вы делали это по-другому, то вам точно стоит пересмотреть свое отношение к паяльнику. Расскажите в комментариях, получилось ли у вас правильно залудить жало. Чтобы быть в курсе новых полезных советов, подпишитесь на канал прямо сейчас и поставьте лайк. Большое спасибо за просмотр. Всем до свидания и самые наилучшие пожелания.